Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Прежде чем я начну, не забудьте подписаться и в конце видео поставить лайк. В этом видео я расскажу о дорогах, о транспорте, о такси в Турции и все, что с этим связано. Мы живем в провинции Измира, и до ближайшего центра нам приходится добираться на машине минут 20. Но если это не срочно, то мы можем поехать на автобусе. Автобус у нас называется мини-бус. Он довольно-таки часто и регулярно ездит, с этим вообще нет проблем. Кроме воскресенья. В воскресенье, конечно, нужно выходить пораньше, и немножечко его нужно ждать. Но если нашего папы нету дома, и нам нужно очень срочно куда-то доехать, то здесь служба такси – это большая проблема в Турции. По крайней мере, у нас в Измире. Чтобы вызвать такси, как, например, в Минске, когда я училась, вызываешь такси-службу в назначенное время, в назначенное место, и без проблем подъезжает, без опоздания, без всего прочего. Ты спокойно знаешь, что ты вовремя доберешься туда, куда тебе нужно. У нас в Измире службы такси нет. Здесь вам нужно встать, выйти из дома до ближайшего таксопарка. Он так и называется, стоянка такси. Там собираются таксисты. Подходишь к ним и говоришь, что тебе сейчас нужно куда-то доехать, и то, если есть машины и есть свободные, и даже просто, если у него есть или нет желания, тогда они вас довезут. В Стамбуле сейчас есть столбики с кнопкой такси. Вот где ты находишься, там находишь этот столбик с кнопкой такси и вызываешь, подъезжает такси и едешь куда тебе нужно. Здесь в Измире у нас пока такой кнопки нет. Но при отелях, если вы снимаете в отеле комнату, при отелях существует своя служба такси. Вы его, когда вам нужно выезжать, все вовремя заранее заказываете, и они без проблем подъезжают в то время, которое вам нужно, и отвозят вас куда нужно. А вообще у нас своя машина, и мы практически не пользуемся общественным транспортом. Но в Турции бензин довольно-таки дорогой, и цена не останавливается, она все растет и растет. На данный момент бензин стоит 1 литр 25 лир. Чтобы заправить 50 литров, это обходится 1000 с чем-то лир. В Турции ниже 95-го бензина нет. Что мне еще нравится в Турции на заправках? Там есть своя служба, которая моет окна. Туда просто подъезжаешь, и тебе средствами, там, щеточками, всеми делами, пока тебя заправляют, тебе идеально вычищают окна, абсолютно бесплатно. Также на каждой заправке практически стоят вот такие штучки. Я не разбираюсь в этом, но муж сказал, это для проверки воздуха в колесах. В Турции машину может себе позволить не каждый. Это здесь и считается дорогим удовольствием. Даже если купить рабочую, а новую это вообще нереальные цены. После покупки машины ты должен заплатить государству налог. Не скажу точно, сколько не сталкивалась, но знаю, что превышает больше половины стоимости машины. И, соответственно, чем машина у вас дороже, тем налог у вас выше. Кстати, к нам в гости приезжал друг моего мужа, бизнесмен. Он сам турок со своей семьей, но они живут в Англии. У него там свой какой-то бизнес. И они принципиально лечатся и отдыхают, приезжают только в Турции. Они со своей большой семьей приезжают на машине. Специально они себе приобрели машину Tesla. Я думаю, вы, наверное, уже все слышали, знаете про эту всю компанию. Модель X какая-то, белого цвета, довольно-таки длинная, большая, сооснователь которой является Илон Маск. Это абсолютно не реклама, мои дорогие, я просто делюсь своими впечатлениями об этой машине. Она у нас здесь в городе была единственная. Работает она на электричестве, она довольно-таки длинная, довольно-таки большая. Внутри у нее раз, два, три, четыре, 6 мест. 2 водителя и 4 сзади. У нее вот так открываются, как крылья,
двери. Я такая выхожу и думаю, и сама себе задаю вопрос, думаю, а как так они прям вот впритык к стенке поставили машину? И думаю, а как же сейчас такие двери будут открываться? А мне потом водитель объяснил, что эти двери автоматически вымеряют там, в общем, расстояние между стеной, и не задев стену, они автоматически, в общем, так хорошо открываются. На панели реально батарейка такая, как на телефоне, и там показывают заряд работы автомобиля. Руль у нее находится с правой стороны, что для Турции водить с правой стороны, мне кажется, очень неудобно и очень, мне было бы страшно. И когда ты в нее садишься, я попала в какой-то космос. Идеальная тишина, абсолютно ничего не слышно, как она работает на улице, и изолируется абсолютно весь звук с улицы, и сидишь вот в таком как будто, я не знаю, на Луну тебя отправили. Приехал до места и не понял, как ты приехал. Она занимает 2-е место по скорости электромобилей. Ее скорость составляет 260 км в час, а может быть даже и выше. Это я так уже посмотрела, там поговорила с этим водителем. В общем, машина шикарная. В Турции очень модно, очень развито. Не только приобретать, но и брать в аренду. Это электросамокаты, электромобили и электромотоциклы. У нас в основном ездят на электромотоциклах все пенсионерки и пенсионеры, но в основном у женщин. Элементарно здесь у нас провинция, чтобы доехать до магазина туда-сюда, очень этот электромопед очень удобный. Такие электромобили очень модные в Турции. Стоят они 37 тысяч. Еще есть у нас такая проблема в Измире, я думаю, это проблема всей Турции, это парковка. Водители паркуются где только им вздумается, где только им захочется. Нет никаких правил, никаких ограничений. Есть, наверное, но никто их не соблюдает. Стоит прямо на тротуаре. Да, здесь существуют парковки, в основном они все платные, но места там тоже практически всегда забиты. Очень тяжело найти свободное место. Я думаю, что, возможно, связано с тем, что дома в Турции строятся очень-очень близко, прям друг на друга. И есть такие улицы в Измире, что не только машине, но и на велосипеде там тяжело проехать. Метро у нас в Измире, оно надземное. Очень мне нравится, приезжает очень быстро. Остановки коротенькие, загрузились, выгрузились и поехали дальше. Поезд этот скоростной, и есть такие даже станции, где проезжаешь прям через море. Вид, конечно, потрясающий. Летом там всегда прохладно, работает кондиционер, а зимой работает печка. Также в каждой госшколе у нас есть сервисный автобус. Если вам интересна тема школы, в описании под видео оставлю ссылочку, можете посмотреть. У нас в Измире есть как платная дорога, так и бесплатная. Бесплатная дорога, она более узкая, старого типа, и она практически постоянно, особенно в пике, часы пиков, она очень загруженная. Есть бесплатная дорога, она довольно-таки широкая, очень удобная, и доезжаешь по ней очень быстро и свободно. Заплатить можно как в окошке, так и взять квитанцию и заплатить позже.
полезно и интересно это видео, обязательно поставьте лайк.